Всем доброго вечера. Сегодня я научу вас, как обратиться к древнегрузинской богине Ламарии или Ламаре. Ламарию называют грузинской Гестией или Вестой. Веста – это в Риме, Гестия – в Древней Греции. Богиня – хранительница очага, дарующая здоровье женщинам. Может, кто-нибудь слышал слово невеста? Наверняка. Невеста. Весталки должны были быть верны храму до 30 лет. После 30 лет храм давал им богатые приданые после служения и выдавал замуж за богатых и знатных вельмож. Например, мать Юлия Цезаря была весталкой. Это были очень уважаемые женщины. До 30 лет она должна была быть девственна. Если она нарушала обет, в более древние времена ее могли за это казнить, а после уже просто изгоняли с позором. Поэтому быть весталкой – это была великая честь. Это были очень грамотные женщины, обладали определенной силой, знаниями. И всю жизнь были под покровительством храма. Веста. Но грузинская Веста немного отличается тем, что помимо хранительницы очага и материнства, она еще была дарительницей земных благ. Она оживляла землю. Она помогала вести сельское хозяйство и берегла имущество от воров, от волков, от медведей. И традиция дерева желаний Натврисхе называется. Есть, кстати, у нас такой ритуал. Пришло именно из-за поклонения Ламарии. Ламария вообще сванская богиня. Это один из народностей Грузии. Сваны. Потом, с приходом христианства, начали, конечно, соединили эти культы. Сказали, что вот Мария, там есть слово, это значит поклонение Марии Богоматери. На самом деле это более древний культ, и к Марии никакого отношения не имеет. Но для того, чтобы батюшки не сильно гневались во время этих языческих праздников, это все было как бы так красиво преподнесено, что это на самом деле поклонение Богоматери Марии. Была такая традиция у сванов: зимой сооружали большую башню из снега и сверху приспосабливали фигуру, которую из соломы, из тряпок, в общем, шили. Это была фигура богини или посланница богини, так ее называли. И каждый пытался скинуть эту фигуру, и кто скидывал эту фигуру, забирал домой, считался он счастливчиком, потому что у него весь год будет покровительство богини Ламарии. Ламарии поклонялись в полях, приносили туда, то есть зажигали там очаг, ставили, вешали ленты, бусы, дорогие дары дарили ей, просили у нее детей, просили благополучия, помощи детям. Например, я знаю, что во время Великой Отечественной войны в Грузии было такое место, святилище, может, древних богов так называемое, где матери приходили и просили у Ламарии, чтобы она вернула их сыновей живыми домой. И хочу вам сказать, что на самом деле, согласно рассказам, все, кто просил, кто приходил, они все получали своих сыновей живыми назад. Ну и потом, значит, жертвовали, приносили там различные есть
жертвоприношений древним богам у всех народов. Даже у отдельных, скажем, районов и городов свои традиции, поэтому здесь неоднозначно. Но я уже сказала, там приносили золото, серебряные цепи, значит, платки дорогие, могли там бусы, камни и так далее. Благодарили. Еще, значит, в огонь кидали лепестки роз. Считалось, что вот это благовоние, которое уходит к божеству, она как бы приятна для нее. Ламария могла появиться людям в виде морала. Первые моралы, которые появлялись, ну, то есть выходили из леса после зимы, и вот первое, кто из моралов, или из, понимаете, что о чем, или из благородных оленей там, в общем, выходили, самки, естественно. Это считалась сама Ламария, которая пришла благословлять деревню, там, село. И ни в коем случае нельзя было замахиваться или там, не дай боги, убить, охотиться на этого морала, потому что считалось, что это сама богиня является, и она может прогневаться и может очень страшно наказать. Когда во время пира нужно было сладости или, значит, кидать в огонь вино, лить, ну, не так, чтобы огонь погас, а ну, слегка там попрыскать туда вино, это означало, что первый кусок или начало пира начинается с благодарения богини, потому как хлеб, продукты и прочее обеспечивает семье. Именно она, к ней просили, приходили. Но мы прекрасно понимаем, что основное, значит, основные жители были сельские, да, и, естественно, вся их жизнь, пропитание зависело от земли, Малое количество было охотников, какая-то часть собирателей, может быть, но в основном были земледельцы и скотоводы. И естественно, что людям нужно было, чтобы кто-то защитил их стада от волков, чтобы не было болезней, которые косили беспощадно стадо, и человек мог просто потом разориться и чуть ли не голодать, впроголодь жить. Все зависело от прибыли, которую он получал от земли. Эта, значит, работа подойдет в основном сельским жителям, у которых есть свои хозяйства. Кстати, для ладного хозяйства тоже я давала работы. Природа вам в помощь, тоже очень много работ, в которых объясняла, как сделать так, что ваши неплодоносные деревья плодоносили и прочее. Можете открыть, послушать. Дед Сидор, который очень любят этот заговор все, потому что кто читает это часто, у них просто такое огромное количество живности, что они просто даже не знают уже, куда деть этих кур, гусей и так далее. Все это для того, чтобы у вас была хорошая жизнь, чтобы вы хорошо жили. Почему? Потому что людям же тоже должен кто-то помогать, правда? Просто помогать, чтобы люди жили хорошо. Хочу, чтобы вокруг меня было много счастливых, богатых людей. Пусть даже не богатых, в достатке людей, по крайней мере, понимаете? В достатке живущих людей, которые не нуждаются, как многие, к сожалению. Итак, если у вас свое поле, огород, там, сад, куры, гуси, коровы и так далее, и так далее. Неважно, вот там список, в общем, живности. Если у вас есть другие тоже, можете добавить по списку. Ну, например, чтобы, значит, коровы давали молока, а овцы много шерсти, там свиньи много мяса и рожали поросят. У кого что есть, можете добавить от себя. Читайте часто, особенно во время, то есть, когда сельскохозяйственных работ, когда начинаются эти работы, когда вот сейчас еще не поздно, потому что сейчас созревает еще, осенью будете собирать урожай.
И, глядя на свой двор, на всю свое имущество, можете просто дома провести. Если вы городской житель, точно так же можете провести. В любом случае это обеспечит вам продукты в дом. Вы должны понимать, что Ламара – это не богиня роскоши. Богиня роскоши – это Фортуна, это Кабондия, это другие есть боги Лакшми, богиня богатства, роскоши. Она богиня, дарующая спокойствие, достаток. И вот обращение к Ламаре вам... Это я так образно говорю, что сейчас, пока идет посев, ну, посев уже закончился, то есть вот ждете урожай, назревает и так далее. Но это можно круглый год читать. Хотя бы несколько раз в неделю. Если вы будете к ней обращаться, все необходимое в вашем доме будет всегда. Ваши дети всегда будут сыты, вам будет хватать денег, чтобы одеть их, чтобы учить их, содержать, чтобы все свои нужды закрыть. Вот для того, чтобы у вас всегда хватало денег, она вам поможет. Имущество, денег, хлеба. Отовсюду будет это приходить, но ваши дети под ее покровительством будут жить хорошо. Почему есть разные обращения к разным божествам разных народов? Объясняла уже. Потому что мы все разные генетически, у нас энергии разные. Человек с абсолютно славянской внешностью проводит ритуалы на русском языке, обращение к славянским богам из равнинной, то есть русской магии и так далее. Не получается. Берет, проводит вуду. Вся жизнь поменялась. Проводит грузинский ритуал. Все хорошо. И так далее. Понимаете, о чем речь? Если даже капля крови восточных народов у вас есть, у вас получится. Особенно любят, например, работы монгольские, которые очень быстро и очень сильно помогают. Тот же удача кочевника монгола и прочее. Здесь не угадаешь. Поэтому большое количество, чтобы было из чего выбрать. А если уж выбрали, то несколько работ закрепить, усилить. Одна сила вам дает достаток, другая сила вам дает, значит, роскошь, третья сила вас защищает и так далее. Потому что каждая сила, она отвечает, ну, на определенные, значит, критерии, на определенные там потребности человека. Понимаете? Вот о чем речь. Там есть маленький куплет на грузинском языке, который славит богиню. Я думаю, что если вы перепишете с моих слов, прекрасно произнесете, и в этом ничего сложного нет. Остальное я составила на русском языке, потому что я думаю, что так правильнее, поскольку в основном для русскоговорящей публики так будет правильнее. Что еще сказать вам? Да, читать несколько раз, можете 3-4 раза достаточно, потому что обычно это сильная работа, и начинает голова кружиться немного. Вот. И да, еще большая просьба. Недавно загрузила, значит, портал судьбы и боги. Я уже боюсь что-нибудь подарить людям. Это ужас какой-то. Я все объяснила и сказала, зачем все время внизу писать одно и то же, а вот у меня такая цифра. Я же объяснила, как вычислять, зачем это нужно. И добавлю на всякий случай, читать столько раз там ритуал, то есть заговор, пока голова не закружится. Закружилась голова, довершайте и все. Собственно, здесь то же самое, но просто я знаю, что после 3-го раза прям очень сильно начинает шатать, и этого достаточно. Забирает некую энергию и взамен дает то, что вы просите. Вот. Читайте, и вы увидите, как ваш маленький сад-огород просто будет удивлять своей плодовитостью. Точно так же и ваше хозяйство, если вы держите хозяйство. Если не держите, неважно. Вы просите, чтобы все, то есть поля и сады вокруг вас были очень плодоносные, плодовитые.
А что это вам даст? Это даст вам то, что цены не взлетят, что будет много продуктов, следовательно, будет доступно, и что они будут приходить в ваш дом, потому что вы попросили саму богиню Ламару покровительствовать и помочь вам, вашим детям жить сытно. Иногда и это нужно человеку. Есть люди, которым хочется просто хотя бы успеть для начала обеспечить своим детям сытную жизнь, а потом уже на остальное излишество. Желаю вам удачи и всех благ. О милосердная богиня Ламария, хранительница очага, дарительница благ, прошу тебя и заклинаю. Подари плодовитость полям, приумножь в садах фрукты, овощи и зелень. Даруй мясистость скотине, прибавь молоко у коров, шерсти у овец, яиц у кур. Даруй им плодовитость. О калгмерти Ламария, ти дебашен, пативи, да мадлереба. Марадихо шени тахти. О милосердная Ламария, даруй земле силу родить и всех кормить досыта, чтобы дети мои вдоволь ели и пили, и чтобы денег мне хватало на все необходимое. О калгмерти Ламария, ти дебашен, пативи да мадлереба. Марадихо шени тахти. О милосердная богиня Ламария, пусть хлеб всегда будет на моем столе, и здоровье дух поселится в моем доме, чтобы жили мы в сытости и были в сохранности. О калгмерти Ламария, ти дебашен, пативи, да мадлереба, марадихо шени тахти. Да будет так, заклинаю. О милосердная богиня Ламария, хранительница очага, дарительница благ, прошу тебя и заклинаю. Подари плодовитость полям, приумножь в садах фрукты, овощи и зелень. Даруй мясистость скотине, прибавь молоко у коров, шерсти у овец, яиц у кур. Даруй им плодовитость. О калгмерти Ламария, ти дебашен, пативи, да мадлереба. Марадихо шени тахти. О милосердная Ламария, даруй земле силу родить и всех кормить досыта, чтобы дети мои вдоволь ели и пили, и чтобы денег мне хватало на все необходимое. О калгмерти Ламария, ти дебашен, пативи да мадлереба. Марадихо шени тахти. О милосердная богиня Ламария, пусть хлеб всегда будет на моем столе, и здоровье дух поселится в моем доме, чтобы жили мы в сытости и были в сохранности. О калгмерти Ламария, ти дебашен, пативи, да мадлереба, марадихо шени тахти. Да будет так, заклинаю. О милосердная богиня Ламария, хранительница очага, дарительница благ, прошу тебя и заклинаю. Подари плодовитость полям, приумножь в садах фрукты, овощи и зелень. Даруй мясистость скотине, прибавь молоко у коров, шерсти у овец, яиц у кур. Даруй им плодовитость. О калгмерти Ламария, ти дебашен, пативи, да мадлереба. Марадихо шени тахти. О милосердная Ламария, даруй земле силу родить и всех кормить досыта, чтобы дети мои вдоволь ели и пили, и чтобы денег мне хватало на все необходимое. О калгмерти Ламария, ти дебашен, пативи да мадлереба. Марадихо шени тахти. О милосердная богиня Ламария,
Пусть хлеб всегда будет на моем столе, и здоровье дух поселится в моем доме, чтобы жили мы в сытости и были в сохранности. О калгмертила Мария, дидебашен, пативи, дамадлереба, марадихо шени тахти. Да будет так, заклинаю. О милосердная богиня Ламария, хранительница очага, дарительница благ, прошу тебя и заклинаю. Подари плодовитость полям, приумножь в садах фрукты, овощи и зелень. Даруй мясистость скотине, прибавь молоко у коров, шерсти у овец, яиц у кур. Даруй им плодовитость. О калгмертила Мария, дидебашен, пативи, дамадлереба, марадихо шени тахти. О милосердная Ламария, даруй земле силу родить и всех кормить досыта, чтобы дети мои вдоволь ели и пили, и чтобы денег мне хватало на все необходимое. О калгмертила Мария, дидебашен, пативи дамадлереба, марадихо шени тахти. О милосердная богиня Ламария, пусть хлеб всегда будет на моем столе, и здоровье дух поселится в моем доме, чтобы жили мы в сытости и были в сохранности. О калгмертила Мария, дидебашен, пативи, дамадлереба, марадихо шени тахти. Да будет так, заклинаю.